Здесь, в нашем селе, есть красивые места, на которые можно посмотреть. А когда теплеет, радуется душа. Хочется иногда выбраться с друзьями на природу и отдохнуть. Наше село маленькое, и все друг друга знают. И мы все живем мирно. Вот мы и собрались ближе к вечеру с друзьями. Днем у каждого свои дела. Сами понимаете, как люди живут в селе. Нужно кормить скот и поливать да полоть огород. Но у нас все свое, а вот так и живем. Это наш хлеб и бизнес. Ездим в город на выходные и продаем молоко, яйца и мясо. Никто не жалуется, на жизнь хватает, да и ладно. На природе мы травим байки, играем в карты. Ребята играют на гитаре, а Петька-то тот вообще на гармошке лобает, как за здрасте. Любую песню с телека может сыграть, да и спеть, но поет только когда грамм 250 выпьет. Любим жарить картошку на костре. Домой приходишь, все руки черные и морда будто чертенок с мультика. До самой поздней ночи, бывает, зависаем в леске. Лес от нашего села недалеко, всего в километре ходьбы. Это наше любимое место. Так мы его и прозвали – наше место. Всегда было мирно. К чему это я? Так вот, стали в нашем селе люди пропадать, причем бесследно. Дед Семен жил там, в конце улицы. Один жил, бабка давненько у него умерла. Он голубей на крыше разводил, да кроликов держал. Вышел с утра из дома и пропал. Уже как полгода от него ни слуха, ни духа. Родни нет у него, и детей у них с бабкой не было. Тетя Валя жила, тоже с нашего села. Жила с внучком, Лешкой. Она такая, сама себе на уме, сплетница еще та. Ходила по селу, как ветер, то тут, то там. Сплетни по селу разносила. Как утро, так смотришь уже тетя Валька на пороге. Да все рассказывает про соседей, кто с кем развелся, кто кому изменил, да кто у кого денег занял. В общем, веселая женщина. Так вот, она-то уже 2 месяца как пропала. Лешку в город увезли к маме-алкашке. А что делать? Не сдавать же бедного дитятку в детский дом. Что тетя Валька пропала, мы в первый же день заметили. А она же у нас была как желтая газета. Всегда все про всех знала. Желтая в прямом и переносном смысле этого слова. Но это еще не все. Из соседнего села Максимка пропал всего 2 недели назад. Ему-то всего 16 лет. Думали, из дома сбежал. Но кто его знает? От его исчезновения не осталось ни следа, ни записки, ни какого-то намека, где искать сорванца. Тут по селу и такие слухи да сплетни пошли, что, мол, завелся маньяк окаянный, людей ворует и у себя в подвале держит, мучает, а потом в леске тела прикапывает. Ой, страсти Господни рассказывают, аж с дома страшно выходить. Но в этой истории одно не вяжется. Ежели маньяк людей крадет и мучает, то скот-то ему на кой нужен? А вот со скотом дела иначе обстоят. Кто-то под покровом темной и жуткой ночи пробирается в сарай и разрывает в клочья наших баранов да коров. Да разрывает так, что от бедной животины только рожки да ножки остаются. Там реально зрелище не для слабонервных. Участковый наш бедный все ноги истоптал, всех по 3 раза опросил. А толку-то нет. Никто ничего не знает и никто ничего не видел. Вот пошли мы вечером на наше место. Засиделись до ночи. Нас тогда было 5 человек. Я, Петька, Сашка, Машка и Катька. Сидели, картошку жарили на костре, да рассуждали, кто же этот маньяк и куда он изверг людей подевал. Петька с Сашкой пошли за дерево по своим делам, а мы продолжали сидеть у костра, и нас насторожило то, что ребят уже не было полчаса. И мы не на шутку встревожились и пошли их искать. Они так с нами никогда не шутили и не стали бы шутить, ибо у каждого из нас от пропажи так нервы на пределе. Идем мы по леску и кричим: «Петька! Сашка!» А в ответ тишина, 500 метров. В округе обошли, но мальчиков нет, а страшно ужасно. И темновато. Хорошо еще небо ясное, и свет от луны немного путь освещает. Мы вернулись к костру. Что же делать? Домой мы точно не пойдем, пока мальчиков не найдем.
– сказала Катя. «А ты смелая, я смотрю. А вдруг их маньяк украл и весь вечер тут за нами наблюдает? Нужно идти в село, будить людей, искать ребят. А если останемся, то можем оказаться следующими», – сказала Маша. И я Машу полностью поддерживала. Мы стали потихоньку собираться, как вдруг услышали страшный вой и рычание. Жуткий, душераздирающий вой. Мурашки побежали, и температура моего тела опустилась. И мне стало холодно от страшного непонятного рычания, которое доносилось из-за деревьев рядом, совсем рядом с нами. Мы повернулись в ту сторону и увидели, как в темноте светятся огромные глаза, и эта тварь двигалась в нашем направлении очень быстро. Мы оставили все свои вещи и побежали прочь. Вот только в тот момент каждый думал только о спасении себя самого. Маша споткнулась и отстала от нас. Я остановилась и хотела помочь, вот только эта тварь уже настигла ее и вмиг разгрызла Машу напополам в районе позвоночника. Я слышала только, как захрустели ее кости, и Маша даже не успела закричать. Дикий ужас сковал страхом мой разум, и я уже на инстинктах самосохранения бежала так, как в жизни никогда не бежала. Мы с Катькой остались живы, и когда прибежали в село, то сразу подняли всех на уши, и никто не осмелился идти туда. Мы просто ждали утра на улице. Старый дед Сидор слушал нас внимательно про то, что мы видели какого-то зверя, а потом сказал: «Это оборотень. А я-то думал, что мы еще в молодости их всех перестреляли. Что смотрите? Думаете, это все легенды? Нет, они всегда существовали. Оборотень, как говорят, произошел из-за мутации при проведении опытов на животных еще во время Великой Отечественной. Потом взяли какой-то ген у животного. Хотели создать идеальную вакцину по улучшению человеческой выносливости. И вот тогда что-то пошло не так. Они не доработали вакцину, и подопытный разорвал клетку. Вакцину кололи подопытному в полночь, какому-то заключенному, и поэтому человек превращается в оборотня именно в то время суток, когда эту вакцину-то и вкололи. Он теперь не успокоится, пока мы его не убьем. А если не убьем, то всю деревню сожрет, а потом на наших костях танцевать будет. Это еще та тварь ненасытная. Нам нужно узнать, кто именно превращается в оборотня, и убить его именно тогда, когда он будет в обличии человека. Днем они безоружны и абсолютно не отличаются от обычных людей. Оборотнем может быть любой из нас. Никому теперь нельзя доверять. Поутру мы пошли на наше место смотреть. Может, кто-то выжил? На траве по дороге недалеко от нашего места, метров на 100, валялись куски Маши. Кости, кишки, части одежды и кусок черепа. Это было ужасно. Приехали специальные службы. Нас опрашивали, и мы с Катькой давали показания по нескольку раз. Родители Маши плакали, и мы тоже. Нам всем сказали сидеть дома и не ходить в лесок, а только днем и по одному не ходить. Следователь много раз кричал на меня и просил рассказать всю правду. Я же видела преступника, но он мне не верил, ведь я описывала нечто, существо, которое не было официально зарегистрировано ни в одной местности этой планеты. И я вошла в круг подозреваемых в этом убийстве, но ненадолго, потому что я чисто физически не могла сотворить такое со своей подругой. В тех кустах за деревьями, куда ушли мальчики в ту ночь, нашли останки. Вернее, остатки Саши. Его кости были тщательно обглоданы, а его голову и вовсе не обнаружили. А вот Петя пришел домой, как ни в чем не бывало, через несколько дней. Он сказал, что в ту ночь поссорился с Сашкой из-за Маши и уехал ночью в город. Бросил нас, пойдя другой дорогой на главную трассу.
Он просто шел через поле, поэтому вообще ничего не слышал и не видел. Когда это происходило, он был от нас уже далековато. Следствие велось, и с нас сняли обвинения. Такое человек не мог сделать, и поэтому они искали медведя-людоеда, который мог напасть на человека. По экспертизе эта тварь весила не меньше тонны, но мы-то знали, что это не медведь, потому что я видела эту тварь, и она была совсем не похожа на медведя. Мы стали подозревать Петьку в том, что он оборотень. Но Петька вел себя как обычно, и мы уж было подумали, что рассказы деда просто байка, которую кто-то выдумал. Скорее всего, он сам, сидя ночью перед телеком с бутылкой самогона. Но как бы не так. Прошел месяц, и все началось по новой. Стал пропадать скот, и однажды ночью эта тварь явилась к нам в село. Его вой и рычание было слышно за версту. Все выбежали на улицу, прихватив с собой ружья да лопаты с вилами, чтобы хоть как-то себя защитить. Он стоял, и его рожу освещала луна. Эта тварь, примерно 2,5 метра ростом. Все его тело было покрыто густой, темной шерстью. Он был похож на волка или анубиса. Клыки у него были размером с полметра. Глаза горели красным, будто от адской злости. Он стоял на 2 задних лапах, как человек. Тут сосед побежал на него с вилами, и оборотень ударил его острейшими когтями, прорезав его тело от лба до живота. Сосед упал на колени, и из его рта потекла кровь. Он хрипел и хотел что-то сказать, но у него ничего не получалось. Оборотень выкусил у бедного соседа огромный шмат мяса из его горла, взял его в лапы и кинул его в нас. В этот момент кто-то из толпы насветил ярким фонариком в морду оборотню, и он почему-то испугался света и побежал прочь. И в этот момент дядь Серега, тоже с нашей улицы, выстрелил из ружья вслед зверю и, кажись, попал. Когда все поутихло, мы собрались на улице. Нужно было выяснить, кто из нас оборотень. А может, кто-то из соседнего села? Петька. Все подозрения на него. Он хромал, и на его спине был огромный синяк, возможно, от пули. Но мы же не можем это доказать, и тем более его убить. Дед Сидор вышел из толпы и закричал: «Петьку надо убить, иначе он нас всех сожрет!» Дед долго орал и махал руками, но народ пошел в отказ. Убить живого человека – это слишком. Дед орал вслед расходившейся толпе: «Если его не убить, он вас всех погубит! Вы совсем с ума сошли! Убейте его одного, или он останется, а вы все умрете! Я сам его пристрелю, как собаку!» Петька услышал это все и спрятался дома. Все продолжалось, и эта тварь продолжала убивать одного за другим. Тогда дядя Сережа не выдержал и решил завершить все это. Он взял ружье, подкараулил Петьку и выстрелил 2 раза ему прямо в голову. Петя умер, а дядю Сережу сразу посадили. Страшно это признавать, но у всех у нас была мысль о том, что теперь все будет хорошо, и это все прекратится. И да, прекратилось. Ровно 2 месяца тихой и спокойной сельской жизни. Все шептались на каждом углу, что дядя Сережа – герой, убил мерзкую тварь, которая унесла столько невинных жизней. И мы как-то все равно опасались ходить на наше место и стали собираться по вечерам у костра прямо за воротами своих домов. Мы с соседями еще сильнее сдружились, и нам всегда было что обсудить. Дед Сидор все ругался на нас, что мы ему сразу не поверили. Если бы поверили раньше и убили бы Петьку, то меньше бы жертв было. И все мы задумались о том, что, возможно, дед-то был и прав, но никто не хотел марать руки и убивать человека, хоть даже он и оборотень. Время близилось к полночи, и все немного были встревожены, хоть и оборотень мертв, но чувство страха осталось. И было так тепло и хорошо на улице, что даже никто и не подумывал идти домой. Мы и так уже давно не выходили на улицу и не разговаривали друг с другом.
И ровно в 12 ночи дед Сидор стал громко смеяться. Бросил свой костыль на дорогу, встал с лавочки, и при свете полной луны дед стал увеличиваться в размерах. Маленький худой дед весом 50 килограмм от силы превратился в гигантского зверя-оборотня.